каждом доме есть предметы, незаметные для постороннего, но хранящие семейную память. Мы насыпаем сахар из сахарницы или соль из солонки, наливаем молоко из старинного молочника и вспоминаем, как эти вещи попали к нам в дом. Так вообще работает человеческая память. Достраивает деталь до целого. И вот этот шкаф и эта солонка могут многое нам рассказать. В античности существовал особый тип эпиграммы, стихотворные надписи, задающие вещам вопросы об их происхождении. В русской поэзии тоже немало стихотворений, обращенных к разным предметам, чернильницам, графинам, сахарницам, от обращения Пушкина к чернильнице до подсвечника Бродского или сахарницы Кушнера. Можно вспомнить и монолог чеховского Гаева, обращенный к многоуважаемому шкафу, хранящему память, опять же, семьи, детства. В доме Поленова каждая бережно хранимая вещь – это сжатая до точки, как сказал бы Мандельштам, страница истории русской культуры. Поленова-Стрим уже рассказывала о так называемом державинском шкафчике красного дерева в стиле жакоб, стоящем в углу портретной комнаты. В этом шкафу обычно находится и замечательная синяя солонка в серебряной оправе, которую я держу в руках. И шкаф, и солонка принадлежали Гавриилу Романовичу Державину и были унаследованы Верой Николаевной Воейковой, урожденной Львовой, племянницей поэта и бабушкой художника. Дочь Николая Александровича Львова, выдающегося русского архитектора, а также литератора, переводчика, собирателя фольклора, своеобразного человека Возрождения в русском XVIII веке, и Марии Алексеевны Дьяковой. Вера Николаевна рано осиротела и воспитывалась в доме Державиных вместе со своими братьями и сестрами. Мария Алексеевна звали ее дочь, мать Поленова. Как известно, она была художницей, в том числе здесь мы видим портрет Дарьи Алексеевны Дьяковой, второй жены Державина, карандашный портрет, сделанный рукой Марии Алексеевны. Конечно, в ее жилах текла кровь деда Львова, одного из самых самобытных русских архитекторов, который был и прекрасным рисовальщиком. Но и воспитание ее матери, Веры Николаевны Львовой, впоследствии Воейковой в доме Державина, думается, не прошло даром. История литературы нередко предстает цепью случайностей. Можно назвать совпадением и то, что в России в точке поворота от классицизма к романтизму, в момент постепенного ухода от риторической культуры, культуры готового слова, культуре слова оригинального, доселе неслыханного, оказался именно Державин, человек рисующий. В предметах, касающихся воображения, Державин отличался еще во время обучения в Казанской гимназии. Очень помогли ему и рисунки, карты, экспедиционные планы, сделанные во время военной службы. Именно они, по сути, дали первый толчок всей его дальнейшей карьере. Державин шел от образов, видений, фантазий к словам. И эти личные свойства державинского таланта совпали с европейским поворотом к зрительности как таковой. Очень много в его жизни и поэзии было определено принадлежностью к кружку, впоследствии названному Львовско-Державинским, своеобразному творческому объединению поэтов, композиторов, художников и архитекторов. Душой этой компании был Львов, вообще один из главных людей в жизни Державина. Он был его другом, впоследствии свояком, они были женаты на сестрах, и в каком-то смысле его личным просветителем, если можно так сказать. Львов задумал и построил оба державинских дома. На набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге, сейчас там дом-музей Державина, и в усадьбе Званка на высоком берегу Волхова, в Новгородской губернии. Дом этот давно разрушился, но мы помним о нем по замечательному стихотворению Евгению Жиззванской, обращенную к Евгению Болховитинову и начинающимися словами «блажен, кто менее зависит от людей». В обоих хромовидных, по выражению Державина, домах, это, опять же, в жизни Званской есть строки «стекол заревом горит мой хромовидный дом». Львов воплотил идеалы палладианства, архитектуры, наследовавший гению Андреа Палладио, великого архитектора итальянского возрождения, писавшего в своем главном трактате, 4 книгах об архитектуре, который Львов переводил на русский язык, впрочем, перевел только первую книгу, о том, что всю жизнь пытался вывести архитектурную формулу человеческого счастья. Еще в 90-е годы XVIII века у членов Державинско-Львовского кружка, который я упомянула, прежде всего у самого Гавриила Романовича Державина и Николая Александровича Львова, родилась идея иллюстрированного издания державинских сочинений. Эта идея была чрезвычайно дорога
Державина, для которого графическое сопровождение его текстов было как бы не украшением, но необходимой частью самого текста. Слово и образ должны были составить некоторое новое смысловое единство. И идею эту замечательно сформулировал Львов, написавший, что идеальная иллюстрация должна не повторять текст, но, я цитирую, «домолвить карандашом то, чего стихотворец не мог или не хотел сказать словами». Когда мы говорим об изобразительном искусстве в поэзии Державина, мы прежде всего вспоминаем его стихотворения, описывающие фарфоровые статуэтки, здания, его советы, обращенные к художникам. Мы знаем, что самый знаменитый портрет Державина, находящийся в Третьяковской галерее и написанный безумным итальянским живописцем Тончи, программу этого портрета сформулировал сам Державин в одноименном стихотворении. Мы говорим о живописности его строк и вспоминаем начало видения Мурзы на темно-голубом эфире «Золотая плавала луна», строки, без которых не было бы и бледно-голубой эмали, какая мыслима в апреле Мандельштама. Мы вспоминаем его строки из, например, осени. Во время осады Очакова дымятся серым дымом дома, поспешно едет путник в путь. И здесь мы можем говорить, собственно, о словесной живописи, заключенной в слове. Без этих строк не было бы и поэзии Пушкина. Мы говорим и об интересе Державина к человеческому зрению, как способности к тому, как именно человек видит. Когда мы говорим об этом сосуществовании слова и образа в поэзии Державина, сосуществовании немыслимом без вот этой дружбы домов, семей, дружбы Державина и Львова, впоследствии их свойстве, свидетельство которого мы видим вот все эти портреты в портретной комнате, и шкаф, и салонка, с которой мы начинали. Поскольку живопись – это в каком-то смысле активная форма человеческого зрения, мы можем говорить о том, что живописные поэзии Державина наследовали не только Пушкин, Тютчев, Заболоцкий, Мандельштам, Бродский, по сути дела, все 2 века русской поэзии, но и русские художники. Может быть, в первую очередь и Василий Дмитриевич Поленов.